Всем привет, друзья! Вы на канале Гансов Горе от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале куча различного контента по данной игре. Как играть, что делать, статистики, прохождения, там различных катакомб, рудников и так далее. Огромное спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал, ставит лайки. Особенно респект тем, кто пишет комментарии. И просьба, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Если вам интересна данная тематика, нас уже 862 человека. Осталось совсем немного до 1000. Моя вот цель просто 1000 подписчиков набрать. И сегодня, я как обещал, мы снимаем ролик по стене, кто лучше будет, Грима фиолетовый или золотой Арамис на стене. Сегодня мы протестим все. И, в принципе, тесты, вот эти вот атаки, обороны покажут, кто на самом деле лучше. Многие писали Арамис, если много пехоты. Сегодня мы это выясним, в принципе, кто лучше в гарнизоне у нас будет стоять. Переходим к аккаунту к игре. Вот такой вот у меня один аккаунт. Сегодня, конечно, не самое лучшее время для тестов проведения. У нас идет набег, в принципе, как и у вас. Ну, я думаю, ничего страшного не случится и нас не убьют. 2 30-х замка будут на тесте. 756. Поход я уже приготовил атакующий. Сейчас покажу. Подлетает второй замок сейчас. Вот он летит. Буду использовать аккаунт жены. Все. И тут вот на этом аккаунте, который у меня не на компьютере, а на телефоне, как раз будет Грима, Равшор и Арамис. Для начала я хочу сделать такой поход, 1000 пехоты. Да, в принципе, нам нужно, главное, вот показатели урона, сколько умрет, сколько останется живых, сколько нанесет урона там. Выяснить при том или ином страже. То есть оставляем мы на стене, давайте прям начнем с Арамиса, да, 3 атаки будем делать, по 3 атаки и Равшором. Все, вот она, Арамис и Равшор, дирижабль и мы отправляем нашу палатку. Палатка — это тот же самый гарнизон, что и в замке. Абсолютно тот же самый. Нам надо выяснить не вот эти вот показатели академии и так далее, а именно стражи, то есть... Вот он идет, Арамис и Равшор. Первый поход. Тут у нас уже готовый поход. Мы атакуем. Выбираем атаковать вот такой вот связочкой я буду. Ну, тут слабый аккаунт. Это ферма всего лишь 30 уровень. Будем атаковать 10 тысячами на 3000. Атакуем. И первая атака у нас пошла. Сейчас мы просто сразу смотрим показатели, сколько умрет, сколько убьют и так далее. 8 секунд. Так, все. Проатаковали. Ну, как видите, они не пробили. Тут статистика. Ну, нам статистику плевать. Мы одинаковыми походами будем атаковать. Вот, смотрите, убито. То есть, да, вы убили 390, потеряли 3627. То есть, смотрите дальше. Тут все понятно. Вот он, атакующий поход. 15 тысяч. Что-то тут не так. Ладно, неважно. Будем атаковать 15 тысячами. Сейчас вот они, 3000 в обороне. Глядите, Арамис и Грима. Смотрим. Вот, атаковался я, получается, 3000, и 5100 было кавалерии, 171 и 7000 дальнего боя. Вот таким походом мы все время будем атаковать, чтобы просто одинаково было. И смотрите, в обороне, да, Арамис, целиком все прокачано у него, все таланты, и Равшор. По 3 звезды у всех. Все шикарно, то есть, смотрите, пехота, да, вы убили 276. Кавалерия намного больше убила. И дальний бой прям вообще сам больше всех убил. Ранено. То есть получается по факту, то есть кавалерия и пехота, они приняли на себя удар небольшой. Пехота, естественно, побольше. Давайте сразу второй.
второй поход. Сейчас я быстренько отзываю войска. О, у нас тут есть ускорялочки. Немножко побыстрее все это сделать дело. И отправляем следующую палаточку. Также 1000 пехоты. Почему по 3 атаки? Ну, потому что иногда таланты стражи играют, иногда они не играют, поэтому надо делать по 3, ну, чтобы наверняка проверить. То есть какой-то из походов может быть намного сильнее. Так, все, отправили мы следующую палатку. Сейчас быстренько мы 3 сделаем и будем разбираться по 3. Все везде, в всех походах будет одинаково. То есть нажимаем атаковать, и у нас должно быть 15 тысяч чем-то. Почему тут? Ну вот, 15 171, да, в атаке. Все верно. Только, блин. Так, нажали, вот, все, отправляем. Атаку следующую. Те же самые стражи, все то же самое. Арамис, Равшор в обороне. В гарнизоне все так же. Смотрим отчетик. И уже вот вы убили меньше, да, вот значит талант стражи сработал, какой-то талант стража, и мы, получается, нанесли меньше урона и, ну, и потеряли, естественно, да, видите, меньше, то есть вот оно, такое же, то же самое, все 3000. Сейчас дальше смотрим, еще один поход, и потом уже начнем отправлять поход с гримом. Потом сделаем поход побольше пехоты, поменьше там других войск. Так, открываем, занять, и нам нужно 1000. 1000 пехоты, 1000 кавалерии, 1000... Почему по 1000? Потому что в основном в замках, ну, равное количество войск, если вы, ну, качаете все. А большинство людей так именно и качает. Ну, мы сделаем больше пехоты, естественно, потом проверим это все дело. Идет 3-й поход. То есть сразу можно вот увидеть, первая атака, там, талант стражей не сыграл, вторая атака с талант стражей сыграл какой-то. Выбираем первую. 15 171 атакуем. Идут наши войска. И потом уже вот сейчас 3 похода на атаку с грима тоже будет. Так, все, мы проатаковали. Сразу палаточку я назад возвращаем. И смотрим. Во, вы убили 375. То есть вот еще один. Ну и, естественно, потери тут вот больше, тут вот меньше. То есть в среднем получается 370. Ну, мы сейчас также 3 атаки на грима сделаем. И уже будет видно. Тоже по 1000 также. Только будет Равшор и грима. Изменения должны быть просто прям сразу, ну, такие видные. Потому что другие стражи будут. Так, выбираем. И вот он, грима фиолетовый. Наш любимый грима. У меня стоит лично на стене грима. Я даже у меня там, да, первая Т-12 пехота, то там уже 700 тысяч на основе, то есть Т-12, но у меня все равно стоит грима. Первый поход. И отправляем 15 171, те же стражи, все. И вот тут уже сейчас будет интересно. Атакуем. Все. Смотрим. 366 вы убили. И потеряли 3700. В принципе, показатели те же самые. Вообще те же самые, да? Особо различий нет. Кроме вот одного отчета. Но нам нужно 3 атаки. 3. Сейчас все будет. Сейчас мы доатакуем все и уже потом будем конкретно разбирать их, где кто их сыграл.
Так, и нам нужен аэрофшор и грима. Отправляем грима и аэрофшор. Так, палаточка идет. Сейчас я погляжу, я стражами тут не ошибся. Все, вот он, грим и аэрофшор, то есть все как положено. Тяжело ранен 366. Ну, так, все, атакуем. Атакуем. Следующий поход пошел. По 3 похода для сравнения, и будет вообще отлично все. Так, войска возвращаются, палатку сразу возвращаем назад. Смотрим отчет. 357. Потери вы потеряли меньше, да? Вот тут 3200 потери. Тут получается отчет, вы вот потеряли, вы убили, потеряли. Тут непонятно, какой стражей сыграл. Либо в обороне какой-то, либо в атаке. Сейчас мы увидим все по более подробному, где кто сколько нанес. Так, и еще один поход. На 1000. Можно, конечно, было, да, сделать по 2000 там в обороне или по 3. Ну, мы сейчас посмотрим для более, чтобы видно было сравнение. Так, отправляем третий поход. Он пошел, уже идет. Стоп, рано нажали. Атаковать. 15171. Атакуем. И в принципе, да, вот видите, то же самое. То есть грима сыграл все одинаково в каждом походе. Вот они приблизительно, вы убили столько-то, вы потеряли, вот потери. Тут вот даже стражи обороны сыграли намного лучше, потому что посмотрите, какие потери большие. 4000 потери, тут 3200, тут 3700. Тут вот все три показателя, то есть одинаковые. Там отличаются там на 10 единиц плюс-минус. И вот они, три атаки, да, с Арамисом получается. Тут 3800 потери. Тут уже вот 3600, 2300, то есть потери вообще маленькие в атаке. И тут, естественно, показатели 390, 375 и 238. То есть показатели в атаке, даже тут, наверное, скорее всего, вот в этом отчете я не понимаю, в чем, какой страж тут сыграл лучше. То есть мы смотрим сейчас участвующие войска. Вы убили 135, ранено 2378. А тут получается у нас вы убили 318, 805 тысяч, ранено 238. И открываем другой отчет. Подробности. Тут получается вот в чем разница. То есть не сыграли другие войска. Смотрите, где этот поход. Вот он. Подробности. Смотрите, да, дальний бой тут нанес мало урона, то есть не сыграл какой-то из талантов Люсьена, получается. То, что дальний бой нанес вот тут 135 он нанес урона. И, естественно, сражение продлилось меньше, да, и поражение, то есть и потерь было меньше. А тут, смотрите, сколько нанесло, что в одном походе, что в другом. Вот, 274. И тут вот 200, там сколько-то получается. 257. Что касается, смотрите, по потерям, да, тут вот 4000, 3200 и 3700. Тут вообще вот, то есть по нанесенному урону явно получается, смотрите, 3700, 4000, 3200. Тут
и 3 атаки, да, получается, вот они с Арамисом, да. 3600, 2300 в среднем, то есть получается стражи, которые управляли гарнизоном, получается, тут вот с Арамисом они меньше убили войск в обороне, чем убили с Грима. То есть суммарно, смотрите, да, 4000, 7200, грубо говоря, да, и там получается, 8, 7200, да, 10, там 11 тысяч в сумме, грубо говоря, приблизительно они убили. Что касается тут, это 5, 6, только около 10 тысяч, то есть это, во-первых. Во-вторых, смотрите, с Грима все более четко, то есть 360, 300, то есть вы одинаково теряете количество войск. Тут и смотрите, да, 357, 360, тут 375, тут вот не сыграли стражи атаки, я так понимаю. Может быть, конечно, тут сыграли стражи обороны, да, вот одна атака проскочила, одна оборона сыграла. Хорошо. И тут 390, то есть все равно суммарные потери в большинстве, да, получается, в двух из одного, тут выше с Арамисом, ну, потери на стене, на самой. А тут вот тут непонятно, кто сыграл. Ну, это тоже, в принципе, как, возможно, это стражи защиты сыграли, то есть одна атака там из 3 выигрывает, да, с Арамисом. Что касается Грима, да, грубо говоря, то есть вот все тут одинаково. Что касается Грима, все тут одинаково. То есть тут вот видите, да, получается 375 и 390. Тут таких показателей даже до 370 не доходит. Ладно, хорошо, сейчас добавим, да, больше пехоты. И отправим, что Грима, да, с пехотой также, что Арамиса с пехотой. Я даже не знаю, сколько там, 1002 сделать, да, пехоты, грубо говоря, по сравнению, и там по 500, да, вот этих других войск. Ну, это суммарно на большой, потом, если поход это раскидывать, то есть это получится у нас больше. 2000 давайте пехоты, так как и по 500 дальнего боя. Открываем. Так, идет у нас Арамис и Равшор. Арамис с Равшором идут. Сейчас идут Арамис с Равшором, а потом следом же мы чередуем, будем делать с Грима Равшором и то же самое, пехоту, да, там все остальное. То есть вот он, 15171, пошла атака. Идет атака большая. И смотрим сюда. Потери вообще минимальные, то есть получается у нас 1000 по сравнению с другими, смотрите, да, потери минимальные 1800 мы всего лишь потеряли, убили 338. Отзываем поход и отправляем с Грима, да. Нет, сейчас еще, знаете, сразу такой тестовый поход сделаем. Давайте, да, 2500 пехоты и по 500, там люди ведь говорили, да, если у вас там дофига пехоты, то есть Арамис там играет намного лучше. Давайте, вот мы сейчас делаем, получается, 2500 пехоты, да, и по 250 других войск. 250. Все. То есть, естественно, потери у нас почти такие же, что при равном количестве, да. Идет. Блин, я честно не помню, кто там по стражам идет у нас. Вот стражи я не проверил. Наверное, надо отозвать. Давайте прошпионим, сейчас увидим стражи. Да, стражи не те. Стражи не те, ошибся немножко. Забыл указать стражам. Все, конечно, можно было, да, быстренько подготовить по этим походам, там сразу выбрать все. Ну ладно, это сейчас мы все сделаем видео. Отправляем, да, 2500 пехоты. И по 250 мы отправляем дальний бой и кавалерию. Отправляем Арамиса и Грима.
И вот он, Грима наш пошел. Ой, при чем тут Грима-то? Ё-моё, что я делаю? Второй раз запулил, походу. Отзываю. Бывает такое. Занять. Так, 2500, 250 и 250. И Равшор. Равшор, вот он наш Равшор, идет не спеша. Отправили, все. Теперь верный поход, вот Равшорчик. Второго почему-то стража не моргает, не показывает. Но это не важно. Отправляем наш поход, тот же самый 11 тысяч, 15171. Все, войска идут дальше. Тут уже 2500 пехоты. Нам главное, да, глянуть сейчас показатели, сколько убили и сколько они так убили. Получается, вот потери в атаке маленькие, сразу могу сказать, да, вот уже, мы уже видели там, вот они, потери 1600, а убили, то есть 309 тысяч, ой, то есть 309, все равно вот по сравнению, да, 308, 309, мы убили меньше, ну и, естественно, мы урона не получили, то есть, вот вся пехота, то есть мы и убили меньше, и особо урон с вами не получили. Ну и давайте третий поход, да, всего 3000 пехоты. Чисто пехота, пойдет Грима, да, у нас, то есть это пойдет Равшор и Арамис. Чистая пехота у нас, допустим, на стене в замке стоит, в замке одна пехота. В замке одна пехота. На 3000 атаковать было бы неразумно, потому что 3 на 3000 это, тут статистика в замках очень разная, прям колоссально разная. То есть вы видите, даже поход до 15 тысяч не выигрывает 3000. И вот он, третий поход, это Арамис и Грима. Проигрывают, то есть Арамис, то есть это Арамис и Равшор, вот они Арамис и Равшор, они проиграли даже, получается, тяжело раненых 579, тут 257. Ну, тут из-за количества получается. Сейчас мы то же самое проделаем с Грима, да, то есть нам ничего не надо, вот он тут тоже поход у нас Грима, ой, Равшор и Арамис, и тут у нас Равшор и Арамис, вот они, 3 похода. Так, отправляем теперь Грима. Ой, теперь надо палатку тут отзывать, даже непривычно. Отправляем теперь 2000 пехоты с Грима и по 500 кавалерии Равшор и Грима в гарнизон. Так, Равшор и Грима. Где наш Грима? Грима, вот он наш родной Грима. Отправляем. Пошли 3000. Идут 3000, идут 12 секунд, 11, 9, 10 там и так далее. 9, 8, 7. Атака. 1000. Пошли. Пошли наши войска. Вот он, смотрите, какой урон был по войскам. То есть мы потеряли 2300. При Арамисе мы потеряли 1800. Смотрите, да? Вот он, первый поход. Подробности сражений. Открываем, смотрим в обороне. 2000 пехоты и по 500 кавалерии дальнего боя. То есть мы потеряли тут 1825 всего лишь. Убили 338. Тут мы убили побольше. Да, тут урон получила стена больше. Ну и, естественно, потери, да, то есть тут составили такой же, тоже больше. Ну и урона, естественно, да, мы получили больше. То есть вот сразу видно, да, получается то, что
С Арамисом идет уменьшение урона пехоты, намного идет уменьшение урона пехоты. Пехота получает меньше ущерба. То есть вот мы убили тут больше, естественно, потеряли чуть больше, потому что там несколько раундов сражения прошло побольше. 421. А при Арамисе получается вот 338. И ну, зато атак никто не нанес. То есть тут... Давайте дальше. Идем на 2500 пехоты. Идем на 2500 пехоты. Естественно, конечно, таких боев желательно 2 хотя бы сделать. То есть, когда стражи играют, когда не играют, их показатели по-разному бывает. Ну, отправляем еще теперь 2500 пехоты и по 250 дальнего боя и 250 кавалерии. И отправляем Равшора. И отправляем нашего Грима. Пошли. То есть, смотрите, да, такой прикол, но я сейчас в конце расскажу, короче, все будет видно. То есть, это вот мы по маленьким походам судим, как будет по большим, то есть... Получается, мы тут одну пехоту ставим, нам наносить урон особо некому, поэтому мы мало тут теряем, да, вот он поход уже проиграл, и, естественно, смысла нет будет потери, да, 1100, тут вот, а тут вот было поражение 309 и 1600, в принципе, они почти одинаковые, да, показатели, но тут вот пехота больше выстояла, то есть она меньше потеряла. В связи с этими тестами, что я могу рассказать? То есть, вот, если у вас получается, вот они, да, открываем первые. Я до этого еще тестировал, потому что я много атак делал, естественно, это не с нуля видео и не первые тесты. С грима все предельно ясно, то есть, с грима в обороне стражи наносят... при равном количестве войск немного, а вот больше урона атакующему человеку. И потери все примерно одинаковые, то есть составляет там то же самое, грубо говоря, как при Арамисе. Ну, чуть там может быть побольше, то есть это чуть поменьше даже потери. То есть, вот если у вас в замке, да, там приблизительно равное количество войск, естественно, у вас должен стоять Грима. Ну, не Арамис никак, то есть Равшор и Грима. Если у вас в замке преобладает пехота, ну как преобладает, то есть вам нужна пехота, не чисто пехота, то есть, допустим, какие-нибудь две там у вас пехота и дальний бой, то тогда, естественно, вам надо ставить Арамиса, да, и какого-нибудь там Равшора, но никак не дальника. Тут вот на стену, да, Арамиса. То есть Арамис уменьшает входящий урон пехоты и очень сильно умещает. Естественно, то есть вот пехота, она, естественно, первая получает удар, и он этот удар делает более таким низким для пехоты, и она дольше выстаивает. И если у вас, допустим, есть какой-то другой вид войск, вот род войск, там дальний бой, там кавалерия, те уже войска уже начнут наносить урон. Ну, урона, естественно, они будут наносить все равно меньше, так как один страж у вас целиком под пехоту заточен. Если, конечно, у вас там в замке там дофига пехоты, там, допустим, 1 миллион пехоты там и других войск там по 500 тысяч там или по 500 тысяч, других войск меньше по 500 тысяч, то тогда, да, вы ставите этого Арамиса на стену. Но если у вас приблизительно равное количество, то вы ставите Грима в связи с тестами. Это я и до этого еще смотрел, вот мы можем тут тоже открыть, я тоже атаковал. В связи с тестами, почему это связано? Потому что намного выше идет ущерб атакующему,
И получение урона меньше идет при равном количестве приблизительном войск в замке при Равшоре и Грима. Так, а теперь вот это много всего, чего сказано было, что непонятно бывает. Если вы стандартно качаете и кавалерию, и пехоту, и дальний бой, там и пушки, ну и пушки вообще не важно, короче, качаете вы их или не качаете. Если вы все приблизительно одинаково качаете, то у вас должны на стене стоять Грима и Равшор. Если у вас там, допустим, приблизительно 500 тысяч кавалерии в замке, ой, то есть это пехота 500 тысяч пехоты, и там 1200, по 250 кавалерии и дальнего боя, то, естественно, вам лучше поставить, получается, Арамиса на стену. Но если у вас там, я говорю, вот приблизительно одинаковое ровное количество, даже если там пехоты 1200 больше, чем других войск, то, естественно, лучше будет стоять Грима в обороне. Потому что вот они первые тесты показывают, да, при равном количестве, где вот он. Это вы убили, тут вот что-то не сыграло одно, может быть сыграло, но это скорее всего в атаке, потому что дальний бой он не нанес нужного урона, это получается вот атакующие не сыграли, не защита там заблокировала, а атакующие не сыграли. И вот они, да, тут вот показатели вот эти вот с Грима меньше, и вот тут вот с Грима выше. То есть мы меньше теряем и больше убиваем с Грима приблизительно при равном количестве разных род войск. А при Арамисе, да, мы чуть больше теряем при равном количестве войск и меньше, естественно, убиваем. Урона не наносим такого. Я думаю, все понятно. Если непонятно, пишите комментарии. Я в письменном виде, естественно, все отвечу до конца. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы хотите какие-нибудь еще героев протестить, мы можем это все сделать, протестить. Вы, конечно, это можете все сами сделать. Но если вам интересно и самим лень заниматься таким, вы можете обязательно писать комментарии, и мы кого-нибудь еще протестим. А на этом все. Всем пока. Всем до новых встреч.